Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных и не очень металлов из вот такого материала, присланного одним из подписчиков по имени Роман, за что ему отдельное спасибо. Материал представляет из себя лигатуру, а также непонятного мне назначения цилиндры. И если у кого-то есть мысли по поводу того, что бы это могло быть, отобразите это в комментах под видео. Материал стартовым весом 2 килограмма 86 граммов разбит на две части, отличающиеся лишь тем, что в левой части он содержит припой, который в дальнейшем мы попытаемся снять. По плану переработки. Так как я не впервые перерабатываю подобный материал, могу вам сообщить, что в его подложке находится не что иное, как бронза. Поэтому способ переработки у нас сегодня будет щелочной, а именно смывка, дабы избежать проблем при фильтрации металловянной кислоты, которая образуется вследствие растворения бронзы при обработке материала кислотным методом. Таким образом, на первом этапе за кадром я произведу удаление припоя при помощи растворителя припоя по рецепту моего коллеги с канала Франсуа Пелье, а на втором этапе мы произведем смывку всего материала при помощи китайского реагента Джинчан. На третьем этапе получившийся после смывки золотосодержащего покрытия с материала раствор профильтруем и на четвертом этапе восстановим золото до металлического состояния из него при помощи дитионита натрия. Ну и на последнем этапе получившийся после всех манипуляций золотой осадок почистим и сплавим. План накидали, приступаем. Весь материал избавлен от припоя, также на фильтре уловлен осадок после растворителя припоя, и мы займемся несколько позже. А сейчас самое время приступить к приготовлению выщелачивающего раствора. Так как материал является достаточно жирным, то, скорее всего, обрабатывать его придется пару раз. И для этого приготовим 3 литра выщелачивающего раствора с 5% концентрацией активного вещества, которым у нас будет являться навеска из 150 граммов китайского реагента Джинчан. Также для поддержания pH на уровне не ниже 11 будем использовать в качестве дополнительного стабилизатора навеску из 60 граммов гидроксида натрия. И в качестве дополнительного окислителя будем использовать навеску из 40 граммов красной кровяной соли. Воду для выщелачивающего раствора я предварительно подогрел до температуры приблизительно 45 градусов и начинаем присыпать реагенты. Первым идет Джинчан. Далее в раствор отправляется гидроксид натрия. И следом идет навеска из 40 граммов красной кровяной соли. Ждем, пока все реагенты растворятся в растворе. Выщелачивающий раствор готов, и теперь самое время заняться материалом. Обрабатывать его будем в высоком стакане на 5000 мл, и для начала на дно этого стакана уложим воздухорассеивающую трубку для барботирования раствора. Это необходимо для тока раствора внутри материала, и также при этом раствор будет насыщаться содержащимся в воздухе кислородом, что поспособствует дополнительному окислению. Материал загрузили, и теперь приливаем приблизительно половину раствора. Включаем компрессор и наблюдаем за процессом выщелачивания.
Спустя приблизительно 20 минут первая часть раствора отработала. Основная часть позолоты снята. И можно наблюдать в основном освобожденный от золотосодержащего покрытия материал. Так как в составе бронзы, из которой состоят подложки некоторого количества материала, могут содержаться примеси цинка, то сейчас в избежание обратной цементации на этот цинк золота из раствора мы его сольем и зальем свежий. Ну а пока к своему логическому завершению подходит вторая фаза выщелачивания, а также фильтрация первой части раствора, займемся осадком, уловленным после растворителя припоя. Ну и за те 20 минут, что мы занимались добыванием золота из растворителя припоя, закончилось повторное выщелачивание материала. И можно наблюдать, что золотосодержащего покрытия на нем не осталось. Раствор после повторного выщелачивания отправляется на фильтрацию, и встретимся с ним уже на восстановление золота до металлического состояния. Восстановление золота из раствора до металлического состояния было решено отложить на утро следующего дня, и по прошествии 12 часов имеем следующую диспозицию. Полностью лишенный золотосодержащего покрытия материал и состояние этого материала говорит о том, что китайский реагент Jinchuan в очередной раз справился со своей задачей на 100%. Материал отправляется к приемщикам цветмета. Ну а мы пока взглянем на оставленный на ночь раствор. И по результатам визуального наблюдения можно заметить выпадение желто-лимонных кристаллов цианида золота. Это неорганическая соль золота и синильной кислоты, формулу которой вы можете видеть в правом верхнем углу экрана. В самом начале видео я говорил, что материал является достаточно жирным, и как следствие мы имеем достаточно приличную концентрацию золота в выщелачивающем растворе, что в свою очередь привело к высаливанию цианида золота и выпадению его на дно стакана.
Таким образом, если вы стали свидетелем подобной метаморфозы в вашем растворе, ни в коем случае не перефильтровывайте его для улавливания на фильтре этого осадка с последующей его утилизацией, так как это приведет к достаточно приличным потерям по золоту. Также теперь остается доступным только химический способ восстановления золота до металлического состояния, так как при цементации цинковым порошком он не прореагирует с выпавшим на дно стакана цианидом золота. Но так как мы изначально предполагали восстанавливать золото до металлического состояния при помощи дитионита натрия, то есть химическим способом, это нас не особо беспокоит. Цианид золота практически не растворим в воде, но зато неплохо растворяется в цианидах щелочных металлов, которых в нашем растворе, думаю, осталось еще приличное количество. Таким образом, при нагревании этого раствора до температуры приблизительно 80-90 градусов, думаю, что весь цианид золота перейдет обратно в раствор. Что сейчас я и попробую продемонстрировать. Ну, а уже после закипания раствора мы попробуем произвести восстановление золота до металлического состояния вышеозвученным дитионитом натрия. Раствор помещен на магнитную мешалку. Накрываем его крышкой, включаем подогрев и ждем растворения кристаллов цианида золота. Довести на этой мешалке раствор до кипения будет невозможно, но растворение цианида золота, думаю, мы сможем пронаблюдать. Спустя 30 минут раствор нагрелся до температуры приблизительно 75-80 градусов, и можно наблюдать, что практически весь цианид золота перешел обратно в раствор, то есть растворился. Сейчас для того, чтобы не затягивать видео, я перенесу этот раствор для подогрева его до кипения на более мощную плитку и верну на восстановление. К сожалению, поддерживать в кипящем состоянии такое большое количество раствора, а именно 4,5 литра, моя мешалка с подогревом не в состоянии, поэтому процесс восстановления золота до металлического состояния разобьем на два этапа по 2 с небольшим тысячи миллилитров. Раствор закипел, и теперь самое время приступить к восстановлению золота. Восстанавливать золото до металлического состояния, как я и говорил, будем при помощи дитионита натрия. Присыпаем восстановитель. Наблюдается изменение цвета и формирование осадка. Ждем его окончательного формирования и коагуляции. Спустя несколько минут восстановление золота до металлического состояния закончено, и можно наблюдать укрупнившийся и сформировавшийся осадок. Выключаем магнитную мешалку, ждем, пока раствор немного отстоится,
И аналогичную процедуру проведем со второй частью раствора. После восстановления золота из двух частей раствора я объединил осадки в стакане меньшего размера, промыл, и на выходе имеем вот такой результат. Достаточно приличное количество. И теперь этот золотой осадок я почищу кислотами, и в дальнейшем по его цвету будем судить, достоин ли он плавки, или придется производить дополнительную переочистку путем перерастворения. Приходится признать, что далеко не все в нашем золотом осадке являлось золотом. И поэтому переходим к плану Б. Так как почистить нормально кислотами этот осадок не получилось, будем его перерастворять. Так как чистил я его в азотной кислоте, то для перерастворения просто добавим сюда соляный. Ну и если уж мы занялись чисткой золота через перерастворение, справедливым будет отправить туда же на перерастворение золотой осадок, добытый с растворителя припоя в количестве 0,93 грамма. Даже по окончании 5 или 6 фильтраций через фильтр «Синяя лента» раствор категорически отказывается приобретать нужную прозрачность из-за наличия в нем мелкодисперсной фракции хлорида серебра. И я думаю, теперь самое время использовать примененный в прошлой лабораторной работе лайфхак с растворенными фильтрами. Здесь у меня находится 5 или 6 фильтров «Синяя лента», растворенные в азотной кислоте. Также на дно воронки Бюхнера уложена пара фильтров «Синяя лента». И теперь выливаем растворенные фильтры в воронку Бюхнера. И после отжима этой кашеобразной массы при помощи вакуумного насоса на выходе имеем вот такую картину из спрессованных до этого растворенных фильтров. Теперь, надеюсь, все у нас получится с первого раза.
Лайфхак со створенными фильтрами вполне ожидаемо сработал с первого раза, и на выходе имеем кристально чистый раствор. И теперь по-быстренькому осаживаемся, чистимся, сушимся, плавимся и взвешиваемся.
Ну и долгожданная финалочка. Давайте посмотрим, какое же количество благородного металла удалось извлечь в ходе сегодняшней лабораторной работы. И это количество равно 25,35 грамма. Много это или мало судить вам, материал был разнородный, но лично меня результат порадовал, а также, надеюсь, он порадует подписчика, приславшего материал. Давайте попробуем визуально оценить качество получившегося кролька. Кристаллизация присутствует. Думаю, 3 девятки наберется. Сама же переработка прошла более-менее гладко, за исключением некоторых нюансов. Но эти нюансы позволили вам показать такие вещи, как высаливание цианида золота из золотосодержащего раствора, а также лайфхак с растворением фильтров для фильтрации мелкодисперсных осадков. Также хотелось бы обратиться к подписчикам, обладающим материалом с содержанием осмия и иридия. На канале для полноты коллекции по металлам платиновой группы не хватает переработок именно материала с содержанием этих драгоценных металлов. И если кто-то таким материалом обладает и не против его переработки под камеру на канале, свяжитесь со мной через Telegram, адрес которого вы можете увидеть в закрепленном комментарии под видео. Я же в последующих видео обязательно покажу другие способы переработки золотосодержащего и не только материала, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!